В отечественной истории XX века есть немало трагических сюжетов, которые, несмотря на свою масштабность и драматичность, остаются как бы за рамками общественной рефлексии и обсуждений. Возможно, это происходит в силу многолетних наслоений советских пропагандистских мифов, искусственно сложившихся стереотипов и предубеждений, или склонности людей давать простые ответы на сложные сюжеты собственной истории. Но, скорее всего, глубинная причина заключается в том, что трудно осмыслять такие неприятные темы. Порой невозможно их разумно, рационально объяснить. Присутствует нежелание получать новую психологическую травму от стыда за свою родину и соотечественников. И как ни парадоксально, чем масштабнее катастрофа, тем более вероятно вытеснение памяти об этом историческом сюжете. Именно это неудобное состояние отразилось в труднопроизносимом названии выставки «Выкорчеванные». Она была подготовлена сотрудниками Пермского краевого отделения Международного общества «Мемориал» и посвящена 90-летию так называемого процесса раскулачивания на территории Прикамья в конце 1920-х, начале 1930-х годов. Само слово «выкорчевка» и его производные – это устойчивый сленг первых десятилетий советской власти. Он вошел в наш язык в период насильственной коллективизации, сопровождавшейся кампанией раскулачивания, которая уничтожила лучшие личные хозяйства и разрушила судьбы тысяч крестьянских семей. Это выставка памяти о тех, кого буквально вырвали с корнем из своей земли, о тех, кто стал жертвой жуткого социального эксперимента, устроенного большевиками. Основу нашей небольшой передвижной экспозиции составили архивные документы из ранее засекреченных или малодоступных фондов органов партийно-государственного руководства в Прикамье, разных ведомств и организаций. Это постановления, докладные записки, инструкции, письма, протоколы, публикации в газетах. Сегодня все они доступны в Пермском государственном архиве социально-политической истории и Государственном архиве Пермского края. Полная же версия всех этих текстов опубликована в 2017 году в региональной книге памяти жертв политической репрессий «Годы террора». По мнению ее авторов, такие исторические источники позволяют наглядно представить масштабы и механизмы массового политического террора начала 1930-х годов. Стенды под условным названием «Власть» включают в себя цитаты и отрывки из официальных документов начала 1930-х годов. Здесь повествуется о ходе насильственной коллективизации и раскулачивания, с помощью которых руководство страны стремилось решить сразу несколько задач: ликвидировать социальный слой собственников российской деревни, выручить с продажи ресурсов валюту для закупки иностранного оборудования и обеспечить промышленные центры продовольствием, а стройки оборонного значения – дешевой рабочей силой. Из постановления о привлечении к ответственности виновных в перегибах в ходе раскулачивания. Созывая актив, формируя бригады, Дудин дал практическую установку. Начинается кампания по раскулачиванию и уничтожению кулачества как класса. По постановлению Бюро райкома партии мы должны приступить к этой работе практически. Прежде всего, нужно произвести опись имущества у кулаков-лишенцев и индивидуально обложенных зажиточных граждан. Описи подлежит все, причем производить опись якобы за недоимки. Деньги и ценности отбирать немедленно и сдавать в сельсовет. К делу нужно отнестись по-ударному. Лучше перегнуть, чем не догнуть.
Дав такую установку, было немедленно же приступлено к проведению таковой в жизнь. В результате было описано и изъято имущество не только у кулаков, но и у некоторых середняков. 100% в колхоз записались. А отец у нас и еще 4-5 человек в деревне отказались идти в колхоз. Отец у меня сказал: не хочу я в колхоз и не пойду в ваш колхоз. А в наш колхоз ты не хочешь. Ну и они протокол составили о том, что он против советской власти, против советского строя. И его забрали и увезли, и с концом по сей день. Мы так и не узнали, куда и чего. И тут был уполномоченный, сразу приехал какой-то из прототряда, где чего, какой хлебушек был, все загреб. Вот я вот как сегодня помню, один понятой говорит, что, мол, что же вы все забираете у них, они же голодовать будут. А он как гаркнет на него: твое какое собачье дело, я получил план от партии, я должен его выполнить. Ну, по части заготовки хлеба. Да, но они получали тогда указание отбирать излишествующий хлеб, а они все забирали. Излишествующий у кого тогда был. Ну и вот, хлеб у нас, который был, отобрали. Тут осенью где-то по Гале еще бабушка умерла с голоду, потом старшая сестра и средняя сестра. Ну, старше нас братьев она была. Остались мы, мать и 3 брата, 3 сына у нее. Репрессии по отношению к раскулаченным были чрезвычайно жестокими. Более того, спешно организованная кампания привела к массовым злоупотреблениям на местах. Изъятия имущества превратились в настоящие грабежи. У людей отнимали все, что только можно, а затем высылали их в тайгу, фактически бросая на произвол судьбы. Они работали, мы учились, как будто так и ладно. А вот нет. Пришло время. Собирайтесь, завтра повезем. А куда? Мы не знаем. Но они-то, может, знали. А может, и не знали. Кто их знает. Которые те, кто повезет. Вот и все. Они не знаем. И мы не знаем. А притащили. А что делать? С кем спорить-то? Спорить нет. Постановление Президиума Уральского областного исполнительного комитета. Расселение выселяемого кулачества произвести в районы лесозаготовок и развертывающегося строительства с расчетом использования трудоспособного контингента в качестве рабочей силы на лесозаготовках, по добыче руд, каменоломнях, торфоразработках, кирпичных заводах и районах развертывающегося строительства на подсобных работах. Помнилось, что куда нас везут, кругом лес, ни домов, ничего нету. Вот это вот хорошо запомнилось, что лес кругом все был. А в Часовую привезли в тупик, там поставили вагон и выгружали. Реакцию крестьян на беззаконие, произвол и грабеж, принявшие массовый характер во время коллективизации и раскулачивания, можно отследить по 2 типам документов. Первый тип – это секретные отчеты, доклады и оперативные сводки, которые составлялись чиновниками и партийными активистами для своего начальства. В них можно увидеть желание оправдать насильственную политику и заклеймить врагами тех, кто выступал против новой государственной политики. Письмо курсантки Тюриной в Пермский окружком ВКПБ. Снимали валенки с ног, платья женщин, отбирали постель и деньги, если попадут. Даже у одной старухи были взяты 20 копеек, но куда поступила, неизвестно. И увозили ухваты, лопаты, всю грязную дрянь, а половики новые, постель и все приданое деревенских, разную пестрить не везли в коммуну, а украсили свои комнаты. Было 5 красных свадеб, и невестам отдано хорошее приданое.
Другой тип документов – индивидуальные коллективные жалобы на несправедливость, поступавшие как от самих раскулаченных, так и от их односельчан. Эти бумаги направлялись в местные партийные советские органы, в правоохранительные структуры разного уровня, а нередко и вождям партии и государства, в первую очередь Сталину и Калинину. Часто в своих жалобах люди подчеркивали, что они не против коллективизации и даже раскулачивания, но против нарушений законов, установленных самой же властью. Жалоба областному прокурору от крестьянина Ушакова. «Я выселен из пределов моей родины, как кулак, вместе с моим семейством. В чем выразилось мое кулачество, я не знаю. Но мне только предъявили, что мои предки занимались выделкой кожи и кирпичным производством. Нашли, что я чуждый элемент, что я могу помешать развитию колхозного строительства». Во всех этих свидетельствах трагические судьбы тысяч высланных крестьянских семей. Отправки спецпереселенцев к местам ссылки, как из Пермского края, так и из других регионов СССР, планировались в спешке, а ресурсов никогда не хватало, что обрекало людей на мучения как в дороге, так и по прибытии. Часто их просто выбрасывали в заснеженные болота и в холодные бараки, оставляли на грани выживания без продовольствия и медицинской помощи, а любые протесты приравнивались к контрреволюционным выступлениям и жестко карались. Телеграмма спецпереселенцев генеральному секретарю ЦК ВКПБ Сталину о бедственном продовольственном положении. 175 семей с детьми в Курине-Щегровитой Пашийского промхоза обречены на голодную смерть или выступление в голодный поход. Снабжение прекращено 17 июля. Примите меры. Положение паническое. На берег выгрузили нас, мы там, не знаю, наверное, ночи 2 ночевали на берегу. А потом мы баржу подали, и нас в баржу загрузили, и повезли, лошади тянули вверх по часовой, против течения, как я поняла. Но сейчас, как я понимаю, потому что лошади тянули. И мужчины это пешком их отправили по другую сторону, а мы как по реке везли до Усть-Поныша. Наш поселок назывался Усть-Поныш. Довезли, а там раньше эти лесорубы жили в этом бараке. И в этот барак нас заселили. Но нас там много, семей 5, наверное, было в этом бараке. Строгий режим гулаговский был. Комендатура, каждый шаг этих репрессированных контролировался. Был этот знаменитый комендант Гуляев, который знал всех, все, сия. Даже похороны разрешал только комендант. Выезд репрессирован с пределов это было запрещен. Писать письма запрещено. Паспортов у них не было. Они были враги. Вот, у них не было паспортов, запрещенным был выезд, запрещена переписка, запрещена встреча со своими родными и куда-то. Это все было. Типичный ГУЛАГ. Как вот сейчас в лагерях тоже запрещают, но он не ГУЛАГ, так и здесь тоже. Люди только знали, работали. Это было. Особую ценность и выразительность экспозиции придают материалы архива устной истории Пермского краевого отделения общества «Мемориал». Это видеоинтервью, записанные в ходе многолетних поисковых экспедиций с выжившими жертвами массовых депортаций. Некоторые из наших собеседников уже ушли из жизни, однако волонтеры успели записать их воспоминания. Эти сухие и простые рассказы в буквальном смысле оживляют и наполняют смыслом и эмоциями трудную память о преступлениях советского государства против своих граждан. Как мы там жили, конечно, все время под насмотром.
И мама работала день и ночь. Я ее в детстве абсолютно не помню. Просто помню иногда бабушка. Бабушка на лесопилке работала. А маму мы иногда с братом идем в лес поздно-поздно вечером. И встречаем ее, прямо до леса доходим, и встречаем, она на лошади с волокушей. Волокуша такая, и на волокуше она вытаскивает эти бревна и складывает в кучу. Вот это я хорошо помню. Потом, когда мы уже всегда поздно вечером, и она нас садит на лошадь сверху, уже темно уже, и едем домой. Вот такие я помню иногда, такие эпизоды. Поздно вечером она возвращалась, и рано, видно, уходили на работу. Больше я о ней вообще ее не помню. Зимой в колхозе рабочих таких, так как мы, не нуждаются. А это, иди ищи себе работу. От нас за 12 километров было это, как скажем, какая-то промартель там. И вот мы оттуда брали, плели лапти. В лес иди, заготовляй эту самую липу и плети себе лапти. Вот за этим ты будешь кормиться. Вы сами заготовляли все? То есть Все сами, ничего не все давали? сами, все сами. Вот так вот снегу, и все сами, на санках возить, ведь на чем будешь? Все на санках. По лесу ходить надо, еще их надо наискать, чтобы они были ровные, а где сукатые, так они еще не годятся. Было, всего хлебнули. Вот так. Ясно. А сколько получали? Ой, что мы там получали-то? Норма была 45 пар надо. А что там они платили, я даже не знаю. Платили ли тогда копеек, может, по 50. Не больше, наверное, платили. А 45 пар за какой промежуток времени? Месяц. За месяц надо это 45 пар дать. А не сдашь ты. Не сдашь, и этого не получишь. Вот так тебе. То есть если меньше нормы сдал, то Конечно, не конечно, считается. конечно. Это на все была норма. А вы сейчас бы смогли лапти сплести? А я уже забыла теперь. Понятно. Преподавала русский язык и немецкий. Вот, а сестра моя кончила раньше. И вот назначили ее в эту же школу, в Солынскую, преподавать русский язык. И еще там учителя были тоже из спецпереселенцев. И перед 1 сентября уже там они порядок наводили в учительской. И сестре дали шкаф. Вот в этом шкафу ты разберись и наведи порядок. Она что-то стала смотреть, и попалась какая-то папка, и она там листала, потом как заплакала, на стол легла, и все окружили, что стало. Она говорит, нате, прочитайте. Они прочитали, тоже давай плакать. А там, видимо, 2 экземпляра было, отчет директора школы. И там вопрос, как дети кулаков относятся к советской власти. И он отвечает, они агрессивно настроены против советской власти. Таким образом, Великий Перелом, провозглашенный в конце 1929 года, привел к огромным человеческим, социальным и нравственным потерям. Передвижная выставка «Выкорчеванные» призвана не только просвещать зрителей, рассказывать им о трагических событиях 90-летней давности, о преступной политике советского государства в российской деревне. Она еще и предлагает своему зрителю разговор. Авторы экспозиции пошли на небольшой эксперимент, выделив один из ее стендов под интерактивный диалог с публикой. Здесь мы предлагаем ответить на 2 внешне простых вопроса. В вашей семье были раскулачены? И зрителю предлагается выбрать один вариант из 4 ответов. Да, не знаю, нет и не хочу отвечать.
И второй вопрос. Чувствуете ли себя частью всей этой истории? И также 4 варианта ответа, на которые можно ответить: да, не знаю, нет и не хочу отвечать. Конечно, первый опыт экспонирования этой выставки показывает, что ответы всегда разные. Тем не менее, мы рады тому, что большая часть наших зрителей знает о своих репрессированных родственниках и хотела бы и занимает активную позицию в сохранении памяти об этих событиях. И это значит, что мы все на верном пути.